Рада вас приветствовать у себя на канале. Если вы здесь первый раз, то не забудьте подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Меня зовут Светлана, я практикующий дизайнер интерьера. Сейчас мы с вами поговорим про инструмент Зона и про создание экспликации помещений при помощи данного инструмента в программе Archicad. Давайте посмотрим, что нам изначально здесь предлагается. Зайдем в карту проекта. Вот такой домик у нас тут. В раздел «Каталоги» откроем его и откроем элементы. Здесь, видим, есть экспликация первого этажа, которая предлагается нам по умолчанию. Нажмем на нее. И видим, здесь у нас пока пусто, но есть заголовок с номером помещения, его наименованием и площадью. Когда мы с вами построим зону, здесь у нас появятся нужные нам значения и надписи. Итак, давайте вернемся на план этажа и воспользуемся инструментом зона. Она у меня находится на левой панели инструментов. Я ее открою, вызову параметры зоны. Первое, что я сделаю, проверю, все ли у меня верно по этажам и по привязкам. Если все верно, то задам сначала номер. У меня это будет номер 01. А имя я могу выбрать или из каких-то существующих, либо могу задать свое собственное. Я назову прихожая. Далее выбираю цвет. Вы можете выбрать какой-то один цвет для всех зон, либо сделать зоны разноцветными, как вам нравится, либо можно их вообще сделать прозрачными. Далее я перехожу в план этажа. Здесь я, в принципе, могу ничего не активировать. Я так обычно и делаю. Чуть позже вам покажу, что будет, если активировать эти параметры. Теперь перейду в паспорт зоны. Сверну уже ненужные мне вкладки. Здесь в паспорте зоны я заменю перо на то перо, которым я оформляю обычно свой дизайн-проект. И здесь у меня должна стоять галочка «Единое перо паспорта». Открою затем стиль текста. И здесь выставляю нужный шрифт, который я использую в проекте. Перо могу не менять, поскольку у нас здесь уже стоит галочка. Так, теперь я зайду в параметры. В параметрах я меняю зависит от масштаба на единое отображение. И далее щелкаю стрелочки. Мне здесь хочется убрать название и убрать отделка пола. Мне это вообще не нужно. Я хочу только, чтобы у меня был номер зоны, который я задала выше, то есть 01. Тут я убираю галочку с названия зоны и могу поставить галочку на номер зоны. Вот появился уже мой номер. Щелкаю дальше. И вижу вот галочка отделка пола, я ее снимаю. Все, у меня остался только номер зоны. Теперь я хочу взять его в рамку прямоугольную. Для этого дальше щелкаю. Вот стиль рамки. Вы можете выбрать любую рамку, которая нравится вам. Я выберу вот эту. И в принципе все. На данный момент настройка инструмента зоны подошла к концу. Можно нажать ОК. Но перед этим обязательно нужно выбрать тот слой, на котором будет лежать этот инструмент. У меня есть отдельный слой для этого инструмента, я выберу его. И теперь уже нажму ОК и выполню построение. Прихожая у меня находится здесь. Я буду использовать волшебную палочку, так намного удобней, потому что здесь мне придется вводить вручную все помещение по периметру. Волшебной палочкой я просто навожу на нужное мне помещение замкнутое, удерживаю пробел, горячую клавишу, и щелкаю левой кнопкой мыши.
Затем щелкаю еще один раз, когда появляется такой молоточек. И сейчас установлю паспорт зоны. Все, готово. В 25-й версии Архикада, которая у меня как раз, есть один маленький секретик. Разработчики почему-то убрали изначально по умолчанию паспорт зоны, поэтому нужно его сейчас будет подключить. Для этого я перейду в параметры модельного вида. Вот вижу здесь в параметрах конструктивных элементов есть зоны. И ставлю тут галочку «Показ паспортов зон». Нажимаю ОК. И все, вижу, что вот он, паспорт здесь появился. Единственное, что я обычно не ставлю прямоугольные рамочки у себя в дизайн-проектах. Я люблю кругленькие. Сейчас покажу, как можно это изменить. Для начала выделяю и захожу в параметры. Здесь в параметрах вижу то, что у меня круглые рамки не активны. Что в такой ситуации делать? Мне нужно вернуться на несколько шагов назад и убрать здесь галочку с номера зоны. И я помню то, что у меня круглые вот эти рамки были в ID квартиры. Соответственно, мне нужно вернуться и где ID квартиры поставить галочку. И здесь указать нужный мне номер, то есть номер 01. Все. Теперь снова возвращаюсь во внешний вид и ставлю круглую рамочку. Здесь нажимаю ОК. Все, теперь у меня круглая рамочка, как я и люблю. Единственное, что я поменяю расположение маркера, но у меня будет вот где-нибудь здесь. Так, я еще обещала показать, снова вернемся в параметры, что это за план этажа. Ну, вот здесь сейчас поставим активацию, активация перо. Ну, я поставлю какое-нибудь яркое, чтобы хорошо было видно. И вот видим, у нас тут штриховка ковер. Ну, заменим ковер на линии. И линии сделаем какие-нибудь синие. Все, нажмем ОК. И видим то, что у нас вот этот цвет заменился на штриховку с перо. Если вам это нужно, вы, в принципе, можете поставить здесь активацию, но я этим не пользуюсь. Так, теперь построю зоны для следующих помещений. Для этого снова зайду в инструмент зона. Так, это сверну. Что мне из этого будет нужно? Сначала первое. Так, тут у меня автоматически меняется числовое значение, а вот имя мне нужно менять вручную. И я пишу здесь санузел. Вижу то, что из предложенных здесь такого нет. Есть тут туалет, но туалет мне не очень подходит. Могу поменять цвет на какой-нибудь другой, но вот зелененький. Так, и теперь это сворачиваю и иду в параметры. В параметрах тут возвращаюсь к идентификации, ID квартиры и пишу 02. Так, а тут снимаю галочку с номер зоны. Иду во внешний вид, включаю кругленькую рамочку, проверяю слой, нажимаю ОК. Снова при помощи волшебной палочки удерживаю пробел, щелкаю в замкнутом помещении, левой кнопкой мыши 1 и 2. Готово. Так, теперь перемещаю маркер в нужное место и строю следующее помещение — кухни-гостиной. Снова открываю инструмент зона и меняю сразу ID квартиры на 03. А тут меняю имя
на кухня-гостиная. Также могу поменять цвет. Вот на желтенький поменяю, нажму ОК и выполню построение все тем же способом. Перетащу маркер. Есть, конечно, еще один способ. Можно эти кружочки проставлять вручную при помощи окружности, но, на мой взгляд, это крайне неудобно и непрактично. Лучше уже сделать ID квартиры. Так, и построим с вами последнее помещение, спальня. Откроем зону. Так, и напишем имя спальня. Спальню сделаем розовую. Так, и меняем ID на 0,4. Нажимаем ОК. И заливаем волшебной палочкой зону. Все готово. Так, отлично. Если мы не хотим делать разноцветную зону, мы можем все сразу выделить. Для того, чтобы все выделить, значит, мы активируем инструмент и нажимаем сочетание горячих клавиш Ctrl-A русская. Тем самым у нас выделяются все зоны. Можно, конечно, вручную щелкать, выделять, но это не очень удобно. И здесь можем поменять на вот транзитные помещения, и у нас все будет беленьким. Но только единственное, из-за того, что я все вместе поменяла, у меня сейчас сбились номера. Поэтому, видимо, все-таки придется менять это вручную. И лучше сразу задавать нужный цвет. Ну вот таким вот образом. Теперь я перехожу в экспликацию, все то же самое. И смотрю, что у меня тут появилось. Появилось как раз все то, что мы построили только что. И видим, у нас появилась общая площадь помещения. Получается, на обмерном плане. Теперь, чтобы тут что-либо поменять, мы можем пользоваться левой панелью. Здесь можем менять текст, шрифт, можем объединять элементы, можем убрать вот здесь основной заголовок, можем поменять перья. Например, здесь толстое перо совершенно не нужно. Но нам еще обязательно нужно заглянуть в параметры схемы. Открываем их. И здесь обращаемся к критериям сначала. Видим два критерия уже стоит по умолчанию. Тип элемента совпадает с инструментом зона. Вот она. И совпадает у нас собственный этаж с первым этажом. Поскольку у меня это одноэтажная квартира, то, конечно же, мне тут особо мудрить не нужно. Если же у вас есть другие этажи, то вы создаете точно такие же экспликации, просто здесь меняете этаж на тот, который вам нужен, и все. Еще я бы добавила один критерий из раздела «Модельный вид». Называется «Слой». Щелкаю по нему 2 раза левой кнопкой мыши. Вот он у меня здесь появился. И я выбираю тот слой, на котором у меня лежит зона. То есть вот он. Также можно класть зоны на те планы, которые вам нужно. То есть вот у меня есть тут отдельный слой для обмерного плана, для плана демонтажа, монтажа. Если такая ситуация, что вам нужно для каждого плана отдельную экспликацию, то вы просто подключаете глазики к нужным планам, и все. Возможно, сейчас это звучит немножко так мудрёно, но в процессе эксплуатации все довольно-таки просто. Нужно один раз попробовать, и я уверена, вы во всем разберетесь. Далее поля. Тут видим, у нас все прекрасно соотносится. Первое — это номер зоны, потом наименование зоны и вычисленная площадь. Тут у нас стоит сумма.
Вот она, соответственно, здесь находится. Тут добавлять больше ничего не нужно, нажимаем ОК. На этом, в принципе, все. Основную информацию про зоны и про экспликации помещений мы с вами разобрали. Надеюсь, что для вас она была полезной и понятной. Пишите свои вопросы, если они есть в комментариях. Всегда буду рада на них ответить. И спасибо вам большое за внимание. До новых встреч!